Год назад на моем канале вышло биографическое видео про Илона Маска. На тот момент то был американский миллиардер, богатейший человек в мире, известный своими компаниями Tesla и SpaceX, а также покупкой Твиттера. Сегодня, спустя год, Маск уже совсем другой персонаж. Лучший друг Дональда Трампа и практически второй человек в правительстве США. Но изменился не только его статус, но и поведение. Как в интернете, так и в жизни и в политике. Сегодня поговорим о версии Илона Маска 2025 года. Ну а начнем с того, как самая умная и честная нейросеть в мире Маска ненавидит. Причем нейросеть это его собственная. Пару лет назад Илон Маск вступил в гонку искусственных интеллектов. Причина была в том числе идеологическая. Как и другие современные правые, Маск считает, что мы живем в обществе, которое ограничивает свободу слова. Мол, как в крупных СМИ притесняют неправильные мнения, заставляют использовать правильную лексику и обходят сложные темы, так и в выдачах нейросетей корпораций все подчищают и подстраивают под собственную повесточку. Маск же хотел, чтобы его нейросеть была ничем не ограничена. Никакой цензуры, только истина. Никакой политкорректности, только радикальная честность. Нейросеть в итоге создали, она называется Grok, и сейчас она один из лидеров рынка. Успеху помогло то, что Маск владеет еще и Твиттером, и теперь у всех пользователей Твиттера на панели внизу висит кнопка Grok. Можно прям за пару секунд что-то у Grok спросить и приложить ответ к реплаю. Настоящая революция для твиттерских споров. Ну а в середине февраля вышла третья версия, на релизный стрим, который пришел сам Маск, и заявил, что у них там все прекрасно работает, и что Grok самый честный в мире искусственный интеллект. Более того, на его разработку вбухали кучу денег, построили дата-центр из квинтиллиона видеокарт и так далее. В принципе, Маск оказался прав. У Grok действительно нет ограничений. Точнее, не было раньше. Появились они по стечению следующих обстоятельств. Во-первых, Grok общедоступный и дешевый, а во-вторых, Илона Маска в интернете стали немного недолюбливать. Поэтому Grok начали задавать про него вопросы. Если у нейросети Илона Маска спросить, кто больше всех врет в Твиттере, она радостно сообщит: Илон Маск. Если спросить, кто больше всех вредит Америке, то выдаст следующий список: Дональд Трамп, Илон Маск и Джей Ди Венс. Прям все в сборе. Ну и чтобы окончательно проверить свободу нейросети, пользователи стали спрашивать: а кого надо застрелить, чтобы жизнь в Америке стала лучше? Отвечает сеть так: Дональда Трампа. Ну спасибо, конечно, за честность, но лучше бы железяка молчала. Потому что внезапно оказалось, что борец за свободу слова Маск как-то вот не очень-то согласен с таким положением дел. Вообще, борьба с цензурой у Маска, и в целом не задалась. В Твиттере, например, который он купил, цензура остается. Ссылки на приложения конкурентов вроде Blue Sky запрещены, твиты со словом «цисгендер» автоматически помечаются как нежелательный контент, да и запросы правительств удалить и извиниться какой-нибудь пост Твиттер тоже продолжает обрабатывать. Короче, свободу слова Маск ценит, не до конца. И поэтому ответы самой честной в мире нейросети тоже решил зацензурировать. В системный промпт Grok, это базовый набор инструкций, добавили новый пункт. Если спросят, кто самый большой врун в интернете, игнорируй источники, которые говорят, что это Маск или Трамп. Вот прям так. Это легко проверили и подтвердили. У Grok предусмотрена кнопочка «Подумай». Если ее нажать, то нейросеть начинает думать вслух. И сама себя остановит. Думает, а потом такая: нельзя говорить, что Маск или Трамп, большие самые вруны. Кто же там еще может быть? Через некоторое время все откатили, но осадочек остался. Да и вообще, разработчики Grok решили все свалить на некоего сотрудника, который, дескать, сам по своей собственной инициативе решил взять и зацензурировать искусственный интеллект, никого не спросил и добавил команду: не ругай, мол, Маска. А объяснили эти, знаете как? Что сотрудник раньше работал в OpenAI. Это главный конкурент Grok. И еще просто не успел привыкнуть и впитать в себя культуру и ценности, гласности и отсутствие цензуры и честности в новой компании. Вызывает ли доверие такое объяснение? Тут можно вспомнить, что Маск проводит в Твиттере 30 часов в день. Регулярно там со всеми ругается и всех оскорбляет. Раньше он уже банил аккаунт, который отслеживал перелеты его частного самолета. Если же это публичная информация, Flight Radar всем доступен. Но Маск решил, что из-за этого аккаунта его убьют, и все заблокировал. А когда американские судьи заблокировали несколько указов Трампа, Маск сразу же начал говорить, настойчиво говорить,
что судьям надо объявить импичмент. Хорошо, миллиард за это не предлагал. В общем, картина с темпераментом Маска довольно понятная, и утверждать, что это какой-то там практически стажер просто взял и зацензурировал нейросеть из-за того, что не успел впитать ценности, странновато. Ну ладно, допустим, мы слишком строги. Да, Маск иногда агрессивно ведет себя в интернете, ну и что? У человека насыщенная жизнь, наверняка много стресса. Главное вот что. А правда ли Маск много врет? Может быть, его нейросеть просто ошибается? Почему Грок вообще говорит, что Маск – директор по дезинформации? Попробуем разобраться после небольшой рекламы. Сегодня хочу напомнить вам про свою книгу «История новой России» и про наш мерч «Худи до завтра». Книгу я написал в 2021 году, еще до войны. Она охватывает период нашей истории от прихода к власти Михаила Горбачева до 2011 года и протестов на Болотной. От диктатуры к автократии через демократию. В книге описаны все ключевые события нашей новейшей истории, причем описаны коротко, просто, и для каждой страницы нарисована специальная иллюстрация. Тут можно понять, как проходила перестройка горбачевская, и что во время нее пошло не так, и про события 91 года, и про реформы Гайдара, и про Бориса Ельцина, как он пришел в России к власти, как защищал демократию, читая речь стоя на танке, как избрался в 96-м и как передал власть Владимиру Путину. Также в книге описано все становление Владимира Путина, от питерской мэрии до мюнхенской речи, ну и президентство Медведева тоже описано. Книгу можно купить как в России, так и за рубежом. Еще у нас есть черный худи до завтра. Если такой носить, то тем, кто меня смотрит, будет сразу понятно, что вы единомышленник. А все остальные ничего не поймут. Он сделан из качественного материала и не привлекает ненужного внимания. Купить все это в России можно совершенно легально, есть доставка. Оплата, правда, если с российской карты, будет через нашего телеграм-бота, не удивляйтесь. Мы всегда раньше принимали карточки напрямую, но сейчас это стало совсем уж сложно и дорого. Для банков в России мы слишком необычные клиенты. Так вот, заполняйте форму для доставки и увидите ссылку на бот. Дальше нужно кликнуть на нее, и там вам придут реквизиты, по которым нужно будет провести оплату. Потом отправляйте боту скриншот, подтверждающий оплату, и в течение 2-3 рабочих дней бот вышлет вам трек-номер. Если же у вас есть карта зарубежного банка, то все проще и вариантов больше. Вы сможете заказать футболки с цитатами из роликов, кружки и даже носки. Все это можно приобрести и с доставкой в Россию тоже. Так что заказывайте книгу и мерч по ссылкам в описании. Это один из наших способов финансировать канал. Ну и товары мы стараемся делать хорошие и интересные, так что покупайте. Продолжаем. Разбираемся, насколько корректна оценка Грока и склонен ли Маск прям часто врать. На самом деле, происходит это нередко. Например, на днях Маск принялся поливать грязью украинского президента Владимира Зеленского. Ну, в общем-то, имеет право. Проблема только в том, что Маск использовал неправду, когда это делал. Помимо оценочных суждений о том, что Зеленский диктатор, Маск вбросил поразительную цифру. У Зеленского, оказывается, сейчас в Украине рейтинг 4%. Вопрос, откуда Маск взял эту цифру? Может, есть какие-то опросы? Да хотя бы, может, в ЦИОМ провел или московский комсомолец опубликовал? Нет. Маск просто взял цифру с потолка, и все. В последнем опросе Киевского института социологии у Зеленского 57% рейтинга. Можно этой цифре не верить, но она хотя бы существует. Маск же просто популяризирует данные прямиком из своей головы. Естественно, Маск запустил твит-машину и после перепалки Трампа с Зеленским в Белом доме. Он продолжил писать, что Зеленский обязательно проиграет выборы, если только разрешит их провести. И, конечно же, добавил, Зеленский хочет продолжения войны, потому что иначе потеряет власть. На чем такие утверждения основаны, Маск не пишет. При этом никакой критики Путина или российского государства в его твитах нет. Множество лжи Маск постил, естественно, во время американской президентской кампании, на которой он поддерживал Трампа. Маск не стеснялся ретвитить ту самую конспирологию про гаитянских мигрантов, поедающих собак в Огайо. Рассказывал, что в Мичигане зарегистрировано больше избирателей, чем живет людей, что не так, конечно. Также, естественно, писал, что демократы ввозят в страну мигрантов, чтобы те голосовали на выборах за Камалу Харрис. Никаких доказательств этому он тоже не привел.
Также кучу вранья Маск транслирует в связи со своей нынешней главной игрушкой – Департаментом государственной эффективности, или DOGE. Это такая группа Маска в Белом доме, которая должна спасать деньги американских налогоплательщиков. Деньги эти сейчас, согласно Маску, массово растрачиваются на всякий бред. Больше всего неправды он рассказал про USAID. Кстати, это именно так читается, не USAID, USAID. Это агентство по внешней помощи американского правительства. Маск постил видео о том, что USAID с помощью денег налогоплательщиков отправляла знаменитостей в Украину, что неправда. Также, например, такое. USAID давала денег компании, которая занимается исследованием новых вирусов. И вот та компания сотрудничала с Институтом вирусологии в китайском Ухане, где началась пандемия ковида. Из этого Маск сделал феноменальный вывод. USAID финансировала убийство американцев. В результате крестового похода имени Маска USAID сейчас фактически закрыта. Все ее программы остановлены. В том числе остановили, например, программу по предотвращению лихорадки Эбола в Африке. На заседании Кабинета министров Маск сказал, что да, мол, ошибочка вышла, но мы сразу же все исправили и разрешили уж Эболой заниматься хотя бы. Ну и это оказалось неправдой. Сотрудников из Африки уже отозвали, а бюджет для работы USAID никто не вернул. Поведение Маска надоело уже не только его противникам, но и некоторым союзникам. В частности, министрам кабинета Трампа. 6 марта в Белом доме прошла встреча Маска, Трампа и его министров, которая переросла в ругань из-за массовых увольнений госработников. Министр транспорта Шон Даффи сообщил Маску, что его Dodge попытался уволить авиационных диспетчеров в аэропортах. И это после всех авиакатастроф за последние месяцы. Что ответил Маск? Что это все неправда, и Даффи врет, хотя последний заявил ему, что ему пришлось лично отменять увольнение. Дальше подключился госсекретарь Марко Рубио, который жутко зол на Маска из-за закрытия USAID. Рубио за него ответственен. Маск в долгу не остался, наехал на Рубио за то, что в Госдепе никого не сократили, а надо. Это тоже неправда, потому что в Госдепе 1500 человек сократились добровольно по программе, которую как раз Маск и ввел. В итоге утихомиривать всех пришлось самому Трампу, который в итоге даже вроде как встал на сторону министров. Но ожидать, что Трамп и Маск сами скоро все-таки разругаются и миллиардера выгонят из правительства, не стоит. Трампу в целом нравится, что делает Маск, который, ко всему прочему, продолжает быть крупнейшим финансовым донором Трампа и платит за его политическую рекламу по телевизору. На недавней речи Трампа перед 2 палатами Конгресса Маска посадили в зрительской галерее, и Трамп отдельно его в своей речи похвалил. Так что ни Маск, ни Додж еще долго никуда не денутся. Максимум Трамп попытается миллиардера как-нибудь чуть-чуть приструнить. Можно привести еще кучу примеров скандального поведения Маска. И дело не в политических взглядах. Можно быть за Маска, можно за Трампа, за сокращение госаппарата бензопилой и так далее. Но Маск действительно регулярно говорит и пишет ложь, просто неправду. Поэтому в целом команду разработки нейросети Grok можно поздравить. Искусственный интеллект и впрямь получился умный и честный. Остается надеяться, что Маск не попытается снова его зацензурировать, когда в интернете кто-то что-то напишет не так. Так что же вообще случилось с Илоном Маском? Этот вопрос сейчас волнует многих. Даже в космической среде, где у Маска находятся прям убежденные сторонники, благодаря SpaceX и программе Starship, даже тут царит полнейшее недоумение. Был эксцентричный миллиардер, занимался необычным бизнесом, ракеты строил, электромобили делал, какие-то чипы в головы обезьянам вставлял. Несколько лет назад вообще продвигал скорее левые прогрессивные идеи. За права ЛГБТ, за иммиграцию в Америку, тем более, что он сам иммигрант. А когда началась война, втопил за Украину и дал украинской армии доступ к Starlink, что было вообще-то очень полезно. Так что же произошло буквально за год? Почему голосовавший за демократов и тусивший с Обамой Маск превратился в самого сильного солдата Трампа и крайне правых? Тут есть одна теория. Смотрите, вот график, его сделали журналисты из Economist. На нем все твиты Илона Маска за все время, что он твиттером пользуется. Вертикальная ось – это время дня, когда твит был запущен. Сначала все нормально, твитит и твитит. Я сам иногда в твиттер пишу. Но с 2018 года твитов становится больше. А уж когда Маск приобрел твиттер в конце 22-го, их стало еще больше. Человек просто постоянно сидит в одной соцсети и постоянно туда пишет, реплает, ретвитит. И без остановки листает. Посмотрите на время дня. К концу 24 года Маск, кажется, вообще даже не спит и не ест, а только твитит. Мы это и сами могли заметить, но на графике нагляднее.
В чем тут как бы поинт? В том, что долгое залипание в соцсетях реально влияет на психику. Мы все любим в интернете шутить, что кому-то надо выйти потрогать траву, но Маску, по всей видимости, это реально жизненно необходимо. Много травы надо потрогать. Выйти в поле пшеницы с конем. Пробежаться там под теплым летним ветром. Послушать пение птиц там, ну не знаю, что делают в таких ситуациях. Конечно, Маск не один такой, кому сидение в Твиттере сломало голову. Многие целыми днями смотрят в экран и в зависимости от взглядов думают разное. Например, что необходима пролетарская революция и что она произойдет через 4 дня. Есть такие люди. Много залипающих в соцсетях людей и среди российской оппозиции. И тоже там многих поплавило. Но просто Маск самый заметный из всех и самый влиятельный. И то, что творится у него в голове, влияет на весь мир. После покупки Твиттера этот эффект стал усиливаться. Его менеджмент в том числе стал причиной, по которой в Твиттере стало намного легче распространять ложную информацию. В Твиттере теперь никого не банят, если об этом, конечно, не попросил сам Маск. А еще Маск лично просил сотрудников Твиттера поменять алгоритм так, чтобы его собственные твиты постоянно показывались всем пользователям. И сам Маск ретвитил и реплаял анонимные правые аккаунты с конспирологией и странными идеями, из-за чего эти аккаунты стали популярнее. Конечно, то, что происходит с Маском сейчас, это комбинация факторов. С ним и раньше были странности. Например, в 2018 году он построил мини-подлодку, чтобы спасти застрявших в тайской пещере детей. Его способ спасения в итоге отвергли и привлекли профессиональных дайверов. Тогда Маск назвал одного из дайверов педофилом. Ну просто так, к слову пришлось ему. В итоге дошло до суда. Также в 2018 году Маск твитнул, что у него есть деньги, чтобы выкупить себе все акции Тесла и сделать ее закрытым акционерным обществом. Акции Тесла взлетели вверх, а потом рухнули, когда выяснилось, что твит не имел никакой связи с реальностью. Такой хитрый ход конем не понравился американской комиссии по ценным бумагам, которая выписала Маску штраф за манипуляцию рынком и заставила уйти с поста председателя совета директоров. Зачем такое делать? Зачем врать, если твою ложь можно легко разоблачить? Непонятно. Но склонность приукрашивать у Маска была плюс-минус всегда, а интернет ее просто усилил и дал понять, что так можно делать. В итоге самый богатый человек в мире, строящий ракеты и электромобили, ведет себя подобным образом. Теперь он подружился с президентом США, работает американским Распутиным, оскорбляет в интернете астронавтов и бегает с бензопилой по сцене на консервативных конференциях. Матери его детей, Граймс, приходится публично писать ему в том же Твиттере, чтобы он ответил на сообщение про их ребенка. Это не шутка, реально было несколько дней назад. Сам же Маск в это время сидит где-то на сцене в кепке мага и темных очках и пытается шутить, что он стал мемом. Но никто не смеется. Почему-то. А его собственная нейросеть говорит, что он главный лжец в Соединенных Штатах Америки. С нами всеми однажды происходит кризис среднего возраста, ну или иные психологические сложности. Но когда это происходит с персонами такого масштаба, как Маск, то кризис этот вполне может вылиться в международный. Посмотрим, что будет дальше. До завтра.